Пошлость в произведениях – это как перец в блюде. В малых дозах придает пикантности, а в больших превращает историю в испытание на прочность. Но что если сделать пошлость основным инструментом повествования? Представьте, фэнтези-мир, где интим буквально товар, а детственность чуть ли не суперспособность. Звучит как ебучий хентай. Ну не совсем. Да-да, в одной истории великий воин пал, оставив миру необычное наследство – идею использовать части монстров для личного удовлетворения. С этого момента по фэнтезийному континенту прокатывается настоящий интим-бум, и монстров начинают побеждать уже не только ради спасения людей, но и ради товара 18+. И вот, на континент безумия попадает невинная путешественница, которая не подозревает, куда же она все-таки попала. Добро пожаловать в манхву, что происходит в подземелье. История настолько нескромную и смешную, что вам захочется ее прочитать. Представьте великого героя, который истребляет демонов пачками, этакий Думгай. Обычные же люди не могут с ними совладать. По сути, человечество стоит на краю гибели, и тут появляется человек, которого впоследствии назовут первым истребителем демонов. Его действия стали основой для будущей армии человечества, корпуса истребителя демонов. Этот человек спас тысячи людей от монстров, которые на тот момент были недостижимо сильны для людей. Невероятные силы, бессмертие, регенерация и опыт тысячи лет, враг был поистине силен. Но всего один человек смог спасти людей от вымирания – рыцарь меча Хос. Славный предок, который в одиночку победил всех сильнейших монстров континента и изменил мир после своей смерти. Его последняя битва была с бронированным драконом, сильнейшим существом на тот момент. Битва не на жизнь, а на смерть, в прямом смысле. Дракон повержен, но и герой находит свою гибель. Казалось бы, трагичная концовка легенды, однако вместо традиционных почестей и траура народ ждет шокирующее открытие. Зайдя в жилище бывшего героя, они видят бесчисленные трофеи, способные приносить людям совсем не героическое, а интимное удовольствие. Да-да, вы правильно поняли, герой создавал секс-игрушки из тел поверженных монстров. Бах! В обществе вспыхивает новый тренд. Охотники на монстров-авантюристы бросаются на поиски приключений не только за редкими ингредиентами для зелий, но и за частями чудовищ, из которых можно сделать, ну вы поняли. Мир фэнтези буквально слетает с катушек, сексуальная лихорадка охватывает и города, и деревни. Отважные воины наперебор хвастаются вовсе не длиной меча, а размером трофея из очередного монстра, конечно же. В этот сумасшедший мир прибывает наша главная героиня Чун. Юная эльфийка с чистым сердцем и столь же чистым паспортом. Она девственница, воспитанная в глухой провинции, и прилетела на незнакомый континент в поисках приключений и новой жизни. Для нее подземелье — это романтика и слава, а не ярмарка непристойностей. Представьте шок Чун, когда уже в первой гостинице на подносе с едой она видит презервативы. А после ей, как одинокому клиенту, приносит грибы для другого рта. Откуда у нее два рта? Мир ее мечты оказался куда более фривольнее, чем она ожидала. Прокрастинируя в местной гостинице, Чун думает, что же ей делать, где раздобыть денег и как стать на ноги, учитывая, что махать она хорошо умеет только кулачками. Неожиданно, совсем не подозрительный тип в балахоне предлагает ей стать авантюристкой. И на следующий день ГГ отправляется на прогулку в местный лес, ища монстров, чтобы выбить из них все дерьмо. Однако первое, что она нашла, это мандрагора Акигао, которая орала на весь лес, чем присамонила местного сигма-охотника, который вежливо заткнул ей рот. Ну нахер. Отец! После Чун попала в хижину развратницу, из которой смогла выбраться. Да только хижина выделяла афродизиак. Сбросив напряжение, она увидела охотника, который поблагодарил ее как настоящий мужик и ушел в закат. Ну ты видел? Опасаясь сойти с ума в одиночку от происходящего вокруг, Чун находит себе подружку-напарницу, ей становится Чуня, человеческая девушка лет 18, на деле, если я не ошибаюсь, ей 28, специалист по разделке рыбы. Звучит скромно, но у Чуни большие проблемы. То ли у нее редкое расстройство, то ли древнее проклятие, но она не чувствует эмоций вообще, у нее глаза мертвой рыбы, и она буквально одержима сексом. Эта девочка не вылезает из мысли о плотских удовольствиях и одержима только одной целью – испытать самый мощный оргазм в ее жизни.
Каждый ее день это поиск новых ощущений, и ради этой заветной вершины Чунья готова на что угодно, хоть самым дьяволом переспать, будь такая возможность. Правда, тут все не так просто, по сути она более пошлая реинкарнация Элины Лисы из РБ, но это в разделе о персонажах. При первой встрече рыбачка вытягивает огромную рыбину и отрывает у нее кое-что с головы, отчего у невинной эльфийки уши краснеют. Однако постепенно между наивной Чунь и безбашенной Чунья завязывается странная, но крепкая дружба. Противоположности притягиваются, одна стеснительная и целомудренная, другая развратная и прямая. Зато обе жаждут приключений и денег. Да. Алло, Да-да. ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Так что решают объединиться и отправиться в ближайшее подземелье заработать золотишко. Что же может пойти не так? А дело в том, что Чун почему-то притягивает монстров. Чуня же только рада такому счастью и материалу. Однако в один день на деревню, где они отдыхали, напал, не поверите, черный дракон. И в эпичной битве Чун дает ему леща. Неожиданно, вот тут бы и конец. Сильнейшее существо получило на орехи, что еще может рассказать эта манга. А дело в том, что он не сильнейший, а самый крепкий, ну и тупой, поэтому не особо опасный. Есть куча противников, имеющих огромную мощь и тактику, против которых сейчас у нашей компашки нет ни шанса. А ведь они идут. Зачем-то они хотят найти Чун по приказу кого-то, для чего-то, почему-то. Несмотря на весь трэш, манхва умудряется быть очень смешной. Чуня всегда говорит первое, что думает, а Чун комично пытается сохранить достоинство, стоя по колено в пошлости. Представьте, босс-монстр повержен, из его тела торчит явно что-то непристойное. Чуня с горящими глазами кричит, это же экзактли то, что мне надо, бросается вырезать трофей, а бедная Чунь стоит в сторонке и молит всех эльфийских богов, чтобы их никто не увидел за этим занятием. Дуэт получился убойный, одна тянет приключения похлеще рейтинга R, вторая всячески пытается остаться пай-девочкой, но жизнь и автор манги испытывает ее на прочность каждые 5 страниц. Однако не думайте, что история это просто набор пошлых скетчей. Примерно к середине сюжета, когда мы уже посмеялись от души, ставки начинают расти. За всей этой сексуальной вакханалией проглядывается настоящее зло, сумасшедший король демонов Офер, который хочет погибнуть в честной схватке, но при этом абсолютно непобедимый. Тайная организация, чьи планы до конца не ясны, истребители демонов, которые стараются спасти этот мир, будучи уже в отчаянии, приближенные Оффера, которые творят, что вздумается, и наши герои, которые не понимают, нахрена им вообще все это нужно. А ведь часики тикают, время, которое Оффер дал людям, заканчивается. Ведь в прошлой человеко-демонической войне люди проиграли без шансов. Они выжили только по прихоти короля монстров, но его терпение уже заканчивается. В этой манге великолепно все. Сюжет буквально сложнейший из всех произведений такого типа и интереснейший. Всегда есть интрига, предсказать, кто злодей, а кто друг, невозможно. Твисты на каждом шагу и все пропитанные логикой. Каждое действие имеет смысл, разные силы, которые борются в ФФА со всеми вокруг за свои идеалы, но лучшая часть манги это десятки прописаннейших персонажей со своим лором, историей, раскрытием и мотивацией. Чего только стоит большая тройка: Чуня, Чун, Хеджин со своей сестрой, превращенной в рыбу, которую собственно зовут Юджин. Девочки-кролики, девочки-кролики, девочки-кролики. Первое. С рождения, не испытывая эмоций, начал встречаться с парнем, который души в ней не чаял. Он заботился о ней, и Чунья явно понимала, что он ей дорог, однако вообще ничего не испытывала. В итоге они расстались, потому что парень начал считать себя обузой. Чунья же ничего не испытала, однако понимала, что это как-то грустненько. Спустя время она нашла у матери волшебный гипердилдо из рога единорога, который подарил ей невероятный оргазм, пробудил на мгновение эмоции, и после этого Чунья испытала весь их спектр. Поняв, насколько же ее жизнь мрачная хуйня, она как одержимая начала искать эмоции в сексе, секс-игрушках, монстрах и т.д. Не просто нимфомания, а как бы преследуя цель вернуть эмоции. Чун вообще самый прописанный персонаж манги, ибо она как бы ГГ. История у нее абсолютно ебанутая. Без спойлеров я не могу рассказать почти ничего, так что вам придется верить мне на слово. А вкратце, это очень сильная девушка, родившаяся с огромной неконтролируемой силой, жившая в доме, далекой от пошлости этого мира. Она очень энергичная, тупая, латентная извращенка, как и все, кто это скрывает, очень простодушная и является основной завязкой всего сюжета. Хеджин – лучшая девочка тайтла, абсолютно бессильная трусиха, которая умеет только божественно готовить, таскает свою рыбу-сестру везде, пытаясь ее вылечить. Главная причина, почему множество выборов этой манги не привели к ужасным последствиям – совесть и мораль группы. Ее все любят и уважают, а ее сестра – тупая сука-реалистка-псевдоинтеллектуал.
А как же монстры? Глоусари не тот член, не тот Дэдпул, сильнейший мечник первой части манги и буквально хер на ножках, который выдает перлы покруче, собственно, того же Дэдпула. Живет в кайф и делает, что хочет. А хочет он поднасрать вообще всем. Его Корефан-гигант, который любит развивать романтические линии людей насильным методом олицетворения всех читателей этой манги. Призрачный клинок, самый адекватный персонаж манги, который тоже любит всем поднасрать. Флауз Андертейла, абсолютно ебанутая личность. Также и истребители демонов, в которых есть ебанутые суки-насильницы. Так и ЧСВ-музыканты, у которых свой собственный оркестр, перечеркнуть артиллерия. Бабка Чуни, вообще вайбующая старуха, которая является сильнейшим мечником человечества и режет всех под музончик. Фанатка героя Хоса, которая осталась девственницей после 30, как ее кумир, и хочет отдаться только ему, и пофиг, что он как бы мертв. Абсолютнейший рекордсмен в симпатиях читателей, тупая как пробка, горячая как лава, девочка-волшебница Коко. И это только маленькая часть толпы персонажей без спойлеров. Все они влюбляют в себя и отталкивают, но каждый вызывает эмоцию. Я не найду ни одну мангу с эротикой, где бы увидел такой сюжет и таких крутых персонажей. Если сравнивать, манга по эротике на уровне Целителя, только вот второй вообще в подметке не годится этому шедевру. В один момент манга из чистого дрочилова, на самом деле там вся эротика под цензурой, так что это не хентай, а средняя как DxD, всякие целители по велению адской сестры и то на другого материала. О чем говорить, если наш любимый безработный тоже находится на хентай-либе, рядом в рейтинге с этим шедевром. Так что не стоит судить книгу по дегенерации читателя, я про себя. Где-то на четверти манги сюжет резко наполняет огромное количество логики и экшена, будто мангаки завезли телегу с бабками. Он начинает раскрываться, близится эпичная финальная битва, она пока не близко, но уже и не за горами. Ох, финал просто абсолют синема, чего только стоит комментарии на каждой главе по типу «лучшее, что я читал, синема просто эпик, я кончила» и так далее. Рисовка просто отвал башки. Вначале она хороша, но под конец явно видно, что мангака перестал сдерживаться. А как же я обожаю, когда он красит слайды во время эмоциональных сцен, просто мурашки по телу. К сожалению, аудиосопровождения у манги еще нету. Если ее правильно озвучить, можно создать новый феноним. Сама манга еще не сильно популярна из-за концепта и потому что она для взрослых. Людей отталкивает неизвестное, но я ручаюсь, это шедевр. Лучшая манга в жанре. Она должна быть экранизирована. Это просто божественная комедия. Вот такая вот она манхва, что происходит в подземелье. Абсурдная, смелая, непредсказуемая. Автор Левиафан умудрился превратить самую низкую пошлость в увлекательное приключение, где за каждый поворот сюжета страшно и весело заглядывать, где шутки ниже пояса соседствуют с искренней драмой, а пародия на жанр героического фэнтези внезапно дарит нам и запоминающихся персонажей, и даже пищу для размышления. Основной фокус, конечно, на юморе, манхва откровенно троллит клише, да и читателя заодно тоже, но между строк проглядывается интересная мысль. Самые страшные монстры живут в наших желаниях. И как ни странно, наивность и невинность Чун в этом бардаке оказывается не слабостью, а силой, которая помогает сохранить человечность среди тотального безумия. Если вы не боитесь пошлого юмора и хотите попробовать что-то действительно нестандартное, дайте, что происходит в подземелье, шанс. Эта история держит внимание мертвой хваткой. То краснеешь, то смеешься в голос, то вдруг переживаешь за героев, забыв, что минут назад на экране творился хаос. Не каждый день встретишь фэнтези, где для победы над злом может понадобиться и меч, и девичья честь, и качественный смазочный материал в придачу. В итоге, манхва оставляет после себя странное послевкусие, сочетание стыда и веселья и неподдельного удовольствия от хорошо рассказанной безумной истории. Как говорится, все, что происходит в подземельях, остается в подземелье. Но об этой манхве очень хочется рассказать другим, так что я рассказал. Решайте, спускаться ли вам в эту кроличью нору. Только осторожно, не подпалите свои шаблоны о приличии по пути.